Анты – славянское племя неславянского происхождения. Одним из первых племен славян, которые известны мировой истории, стали анты. Они известны из византийских хроник как частые соперники греков, но нередко и наемники, и даже военачальники в Византии. В советской историографии их причисляли к несомненным славянам, но в том были большие и обоснованные сомнения. Так славяне ли анты? Коротко об антах. Они известны лишь с 4 по 7 век нашей эры. Сначала о них пишет готский историк Иордан, упоминая в числе племен, завоеванных Германарихом, а в конце их активности византийцы сообщают, что авары вступили в их пределы. После 602 года сообщения об антах исчезают. Вероятно, поход авар был успешным. Происходят от одного корня и ныне известны под 3 именами – венетов, антов, склавенов. Так пишет Иордан. Анты служат наемниками в Греции. Известен даже крупный полководец ромеев Доброгес, ант по происхождению, его сын Леонтий, а также некий другой военный лидер Усигард. Анты упоминаются среди основных племен, пришедших разорять Грецию во времена аварского каганата. Пишут о том, что среди них есть люди с кефарами, вероятно гусляры, которых задержали греки на своих землях и привели показать императору. В 601 году каган аваров Баян терпит поражение от греков, а в ходе битвы анты его предают. Желая отомстить изменникам, Баян отправляет карательное войско в земли антов с целью вырезать весь их род, как принято было поступать с изменниками у степняков. Более сведений об антах не встречается. Так почему же считали, что анты славяне? Эта гипотеза была выдвинута советскими историками и решала важную политическую задачу – удлинение возраста славян на исторической арене. Эта проблема идет еще со времен Ломоносова, которого граф Орлов отправил переписывать немецкую версию российской истории в архивы, так как они написали ее не слишком блестяще и славно. Признать, что славяне появились в истории Европы очень поздно, и как не самое выдающееся племя, было нежелательно и для Российской империи, и для СССР. Аргументы, что анты – это славяне. Территория проживания совпадает со славянской. Сведения Иордана и Прокопия о том, что анты и склавины – один народ. Наличие гусляров, найденных фигурок людей в вышиванках у антов. Имя Бус, которое можно вывести из славянских языков. Почему анты не славяне? А в этом лагере более серьезные аргументы, хотя он и не признается полностью правдивым. Но историков в нем больше, чем политиков. С давних времен обращалось внимание на неславянское самоназвание славян-антов, их необычный образ жизни, странные имена. Аргументы, что анты не славяне. Анты воюют конными, имеют табуны лошадей и походят скорее на сарматов в военном плане. А славяне начнут иметь свою конницу только во времена монголов. В тот же период это пешие жители лесов и болот. Пражско-корчасская культура, связываемая с антами, совершенно не похожа на славянские. Она имеет балтские и сарматские черты. Имя ант имеет иранское значение дальний, окраинный, тюркское, давший клятву или союзник. Славянских значений нет. Имена антов – Келагаст, Мезамир, Идаризий, Доброгес, Радигаст, Бус или Бож – имеют иранские корни, а имя Боас широко распространено и поныне. Только Мезамир можно назвать условно-славянским именем, хотя у германцев есть также схожие имена – Эмер, Теудемир, Фрамир. Так, кем же были анты? Судя по всему, среди антов мог быть славянский элемент, но изначально это было полукочевое население сарматского происхождения. Отсюда и иранские имена, и коневодство, и самоназвание, которое действительно показывает на их удаленность от сородичей. Как и многие тогда народы, они были полиэтничными, но доминировал скорее кочевой, чем лесной и славянский элемент. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.